Я хотел бы остановиться на, возможно, дополнительных мерах, которые позволили бы, опять же, в условиях ограниченных бюджетных возможностей самого государства, попробовать все-таки простимулировать усиление потребительского спроса как тему, которая могла бы послужить и дальнейшему дала бы дальнейший импульс развития экономических наших механизмов. Я отмечу, наверное, вот следующее направление, где можно было бы использовать наши рекомендации. Возможность использования длинных денег. Прежде всего, 3 триллиона рублей пенсионных накоплений является тем ресурсом, который на сегодняшний день пока, честно говоря, ясно не имеет перспективы использования, кроме тех финансовых инструментов, которые являются для нас в последнее время весьма традиционными. Это ценные бумаги, это банковские депозиты и так далее, и так далее. Вопросов осмысленного применения длинных денег на большую перспективу, которая создавала бы такой, знаете, фон стабильной надежности вложений, который бы дал бы социальный эффект, вот пока таких предложений от финансово-экономического блока я не услышал. А такого рода вложения можно было произвести, например, на наш взгляд, куда? Газификация страны. Это такой надежный источник сбыта и получения средств от населения. Вопросы строительства дорог, вопросы строительства собственного жилья – это все то, что могло бы быть тоже местом и способом приложения этих длинных средств. По импортозамещению. Не говоря общих фраз по импортозамещению, я хотел бы отметить там, где эффект достаточно быстро осязаем и где достаточно высок уровень трудозатрат. А это значит, что потребуются новые рабочие места, и вполне естественно мы будем говорить о самом таком главном факторе в условиях такого кризисного явления, конечно, занятость. Поэтому вопросы вложения этих средств в растениеводство, в развитие садового, огороднического хозяйства на сегодняшний день являются весьма-весьма привлекательными. Выпуск лекарственных препаратов. Вложенные деньги в создание инновационных технологических линий по производству современных лекарств дают нам возможность снизить затраты граждан на сектора здравоохранения, затраты на лечение. Это, опять же, из технологий оптимизации. Вопросы туризма. Импортозамещение в полной мере здесь можно применить. На рассмотрение Госдумы фактически 2 проекта федеральных закона. Я продолжаю настойчиво бороться за эти 2 закона, потому что это действительно законы, которые уже просятся на наш уже рынок в течение последних 20 лет. Поддержка социального туризма. И здесь напрашивается тоже линейка сравнения с тем, что часто задают вопросы, а чем и кем и как заменить Турцию, заменить Египет. Вот ответ на этот вопрос мы тоже ищем в линейке ценовой туроператоров, на примере прошлого года. В полной мере 1 к 1 заменить все сложно, но тем не менее в рамке сравнительных анализов можно говорить о Болгарии, можно говорить о Краснодарском побережье Азовского моря, можно говорить о Крымском побережье, можно говорить о некоторых вариантах Сочи. И если говорить только о море, потому что здесь, как правило, все имеют в виду, чем же заменить Египет, потому что народ интересует морские варианты отдыха. То есть, в принципе, по большому счету, с учетом наших предложений, мы могли бы создать вполне конкурентоспособную импортозамещающую цепочку предложений на рынке туристских услуг. А рынок этот весьма-весьма емкий.